Друзья, всем привет! Наконец-таки, сейчас будут происходить невероятные вещи, потому что это паровоз. Это настоящий паровоз ЛВ 56 года выпуска. Он действующий, на нем можно поехать отдохнуть в Анапу или в Геленджик. У меня давно была мечта пожарить в топке паровоза стейк. Вы наверняка слышали, особенно если смотрели мои прошлые ролики, что в топке паровоза настоящий машинист, он на лопате готовит яичницу, и это считается самая вкусная в мире яичница. Но чтобы кто-то готовил стейки, такого еще не было. Ну, наверное, они готовили, но никто это еще нормально не снимал. Я обыскал весь YouTube, я нашел на американском YouTube, где какие-то старички на каком-то подобии паровозов, у них маленький паровозик, маленький это топочка, они там что-то на лопатке какие-то жарят стейки. Это все детский сад. Мы по-серьезному сегодня будем готовить стейки. Это Андрей Ниценко, главный по мясу у нас. Главный по мясу. Он пришел в своем рекламном фартухе, не заплатив денег, между прочим. Конечно, со стейками зато. Замечательное мясо. Приехало к нам из Воронежа. Из Москвы приехал, скажем, что из Воронежа. Изначально. Мясо из Воронежа приехало. Мясо из Воронежа. Мясо из Воронежа. Я очень долго об этом мечтал, и нам повезло. Ребята из РЖД нам согласовали, за что им большое спасибо. И нам сейчас разрешат в топке этого паровоза приготовить стейки. Мы их попытаемся приготовить несколькими способами. Во-первых, у нас есть решетка. Мы соорудили такую специальную лопату. Мы будем готовить на решетке. Мы попробуем приготовить на лопате, как готовят яичницу, так вот по-машинистски. Стейк будет по-машинистски. Это вообще супер, еще новый рецепт будет. Это вообще бомба. Такого еще не делал никто. И мы попробуем приготовить на углях. Прямо на углях, да. Прямо на углях. Грязный стейк. Грязный стейк в красивом паровозе. Все, пойдем готовить. Соль, перец. Соль, перец. Открывай перец. Как? Чуть-чуть перчика. Вначале можно, да? Ты же знаешь, да, есть? Ну, можно посолить вначале, а перец в конце. Я и до, и после солил, и перчу. Ты так прямо смотри, соли много, да? Конечно. Американцы вообще слой соли делают для вкуса. Соль же усилитель вкуса. Кидаем первый кусок. Все, Протестируем, давай. первый кусок пошел. О, шкварчит как, а? Давай, все. Давай рядом там будем. Не, один. Не, попробуем сейчас. И прямо вот на самые угли его. Прямо в пекло. Макс, а что мы здесь делаем сейчас? Мы просто жарим стейк в топке паровоза 56-го года. 56-го. Я его перевернул. Еще можно было подержать, конечно. Так, ну что, Андрей? Ну, на самом деле жар не опасный. Можно вполне жарить стейк. То есть он не обгорел, он, мне кажется, равномерно корочку такую приобрел небольшую и пропекается. То есть жарится и запекается. Ты такой, знаешь, тут смотришь, что так Weber написано. Старая такая, старая модель. А вот этот уголь, это же Это обычно каменный уголь. каменный уголь. Он ничего не выделяет, да? Ну, тут как посмотреть. Вот тут поподробнее. Давайте взглянем, так сказать. Если брать химический состав угля, много всяких разных примесей. Вот. Самое вредное из них это сера в угле. Но вот поскольку у нас специально подготовленная топка, весь уголь прогоревший, то есть все основные химические примеси в угле уже выгорели. Ага. Ну, и у нас, в общем-то, остался уже либо кокс, либо уже... Либо кокс остался, либо... Так, мне кажется, надо уже Перец. Я вот думаю, что его можно, наверное... За сколько сгорит человеческое тело в топке? И останутся ли следы? Ну, следы вообще остаются. По вашему опыту. По вашему опыту, да. Ну, до Питера, если поедем, на полном котле. Горит все. Все сгорит, нормально. О, так, а что, прожарочка-то как? Я думаю, еще разочек можно. Да. То есть из Москвы мы выйдем вдвоем, а доедет кто-то один. Кстати, а горели люди в топке? Горели. Сергей, а давай достанем, потому что, мне кажется, он уже готов. Скажите, а горели они от скуки или... Как, Андрей? Разных бед в нашей Не, стране не. хватало. В годы гражданской войны много народу. Я думаю, сейчас он отдохнет и нормально. Может, на доске здесь просто его порежем? Давай, и хорошо, попробуем. давай. Сейчас чуть-чуть корочку. Вам кажется, что он сделался? Ну, ты же любишь такой рэр, да? Да. А ты какой любишь? Ну, не, нормально, просто мне показалось, что он сильно мягкий. Горячий сырой
Андрюш, ты сейчас знаешь, что очень по краю прошел. Да если б упал Так, ну давайте первый сразу два кусок. закинь туда еще. На лопатку, да? Да, на лопату, да, два. Мы теперь уже опытные. Знаешь что, мне кажется, что на решетке будет вот просто вот в разы круче. Готовим стейки в топке паровоза. Один, кстати, уже готов. Сергей такой со знанием дела какой. Нормально, у меня лучше, правда, получается, но... А что вы готовите, когда ездите на таких... Яичницу, картошку, сало печеное, моделое. Только мы его готовим не на углях, а мы его заворачиваем в фольгу и кладем наверх. Туда. А мы фольгу тоже взяли, кстати. Ну что, господа, Первый пошел. Стейк! первый, убери руки, вот это. Первый в мире стейк, который приготовлен и снят, как он приготовлен в топке паровоза ЛВ. Может быть, до этого если что-то и готовили, мы не знаем. Но точно никто еще это не снимал, не документировал. Я должен попробовать, я первый должен попробовать. Убери руки. Дай мне один кусок. Я голодный целый день хожу. Подожди. Давай. Ой. На. Офигеть. Так, Сергей, начальнику поезда. Очень хорошо. Бомба. Серег, вот этот возьми, он такой вот правильной прожарки. Хлопцы, вы даже не представляете, как это вкусно. О, нет, все, Андрюш, это прямо... На лопате Можешь отметить? еще жарим? На лопате нет, все. Все, закончили. Да, на лопате не жарим. Ну как, маэстро? Сейчас попробуем, что. Давай, Андрей, режь пока. Так, Ну что, будем пробовать? да. Дело. Сейчас это порежем. Максим, на. Ну, какое-то вкусно. Ну что, это... Шольц, самое лучшее. Самое худшее? Ой, самое худшее. У нас сейчас мы только научились готовить, сейчас будет все вкуснее и вкусней. Что, господа, не стесняемся. Сергей, ты голодный выглядишь, такой худой. Мы не худые, мы поджарые. Давай уголь. Закинем сейчас уголь сюда тогда, наш. Мы еще просто сделаем в черный. И пока уголь будет разгораться, мы на решетке пожарим. Ну, запах не очень такой качественный. Мне кажется, это... Это краска с лопаты. Ну, с этой вот, видишь, она сейчас сгорела. Это окалина с чугуна. Сергей брос, это окалина чугунная. Что вы никогда не... Не ели, что? Это американский уголь. Вражеский. Никогда еще советский паровоз не топили американским углем. Надо же его в точку насыпать, чтобы был хороший горячий слой. А этот как уголь вам? Это же древесины, да? Он сейчас сгорит за 5 минут. Ну, обычно жар, древесный уголь дает Выше? очень высокий. Так, давайте пока он готовит, давайте попробуем первый. Так, на решетку? Да, на решетку. Обычно все готовят на лопате яичницу, там все что угодно. Мы впервые сейчас будем готовить стейк на грилевые решеточки. А мы уже один кусочек положили, пока тебя не было. На уголь прям, да? Нет, на На решетку. решетку? Ну, уголь, наверное, еще не Вот готов. еще 4. О, смотри. Ха-ха, вот смотри, как хорошо. Андрей, обрати внимание. Да. Так, не пора ли? Слушай, мне кажется, пора. Я думаю, еще чуть-чуть. Пусть он отдохнет хотя бы. Он просто такой, он уже прямо, Ну да, ну он схватился просто. да. Пусть Сейчас он, пусть он постоит. все, пусть он постоит. Давай что, пока угли. Да. Нет, это дело не пойдет. Я- Это сейчас будет быстрая депиляция рук. Так. На, одевай хбшку. То есть она спасет. Это же... Главное, чтобы волосы не затрещали. нанотехнология. Всё остальное не важно. Поскольку мы испытываем разные способы приготовления, этот стейк будет сейчас приготовлен прямо на раскаленных углях. Как называется, Андрей?
Это стриплойн, Нью-Йорк стейк. Нет, Нью-Йорк стейк по это. Способ приготовления. Называется грязный Джо. Мне нужно не лишиться руки, его просто положить на эти угли, да? Да, кидай прям на угли и посмотрим, что будет. Один и второй, да? Или пока один? Ну, давай 2 сразу кинем. Ну, я не понимаю, на что вы рассчитываете. Мне просто интересно, как вы будете доставать оттуда. А доставать его будет Андрей. Достанем, нормально. Андрюха доставать. Андрей, а доставать его ты будешь? Не, ну как я? Это так что, нечестно. Слушай, ну мне кажется, уже пора перевернуть его как минимум. Давай попробуем. Так, держим Андрюша. Подожди, мне надо... А вот здесь можно трогать, да? У тебя шаги упорные. А! Достал! Есть! Есть, смотри. Так, доставай второй. Показывай. Прям вот это красиво с углями такой. Так, Сереж, ты точно не готовил. Ну, у нас же нету специальных американских углей. Это уже готов, да? Наверное. Смотри, прожарочка, да? Слушай, ну с решетки у нас прямо он внутри Супер, такой. да? Андрей, попробуй с решеткой. Скажи. Ну, что ты раз. Как масло. Давай ставить на решетку. Тарелку. Грязный, я думаю, вообще рэр будет. Так, рэр и это рэр. Сергей, ну как? Съедобно? Специфично. Да. Но вкусно. Кто хотел рэр попробовать? Почти сырой. Давай мне. Это грязный, да? Нет, это пока решетку. А тебе не нравится вот так вот? Такая Я прожарка? чуть-чуть люблю, ну не, нормально, но я люблю, когда чуть-чуть это побольше. Раз и два. Второе. Ура. Что там грязный? На углях, кстати, Грязный друг. попробуй, который вот на углях был. Ну, Как прям прожарка? такой. На углях он вообще прям что надо. Он прямо вообще спасибо. очень хорошо прожарился. Чика это? А ты срезал корочку снял? Нет. Это который вот мы на углях жарили. Прыгай в топку. И вот что получается. Потрясающий medium rare. Так, все, теперь можно есть. О, это какой, грязный, да? Да, это грязный. Весь грязный. Ну, Он да, вдохнул, еще мягче стал. Он горчит что-то. Горчит, да, он, кстати. от углей. Расскажи, максимальная температура какая? Максимальную температуру можно получить порядка 1500 градусов на каменном угле. 1500 градусов. То есть это вообще идеальная печь. Дверки раскаляются до бела, Хорошо. стальные. Смотри, ты 10 лет работаешь на паровозе. Кто-нибудь готовил в топке стейки на твоей память? Нет, стейки никто не готовил. Запекали гуся, порося, картошку, яичницу, рыбу жарили, в трубе коптили. Но чтобы жарить стейки, такого еще не было. Ну что, хоть в чем-то мы будем первыми. А сколько времени нужно, чтобы растопить паровоз? Вот с нуля. У тебя стоит паровоз, да? Вот холодный, после зимы вот ты так приходишь. Его нужно, во-первых, почистить, положить так называемую шубу угольную, потом положить дрова туда. Разгораются дрова и начинает гореть уголь. Вот. На все это до появления первого пара, чтобы оторвалась стрелка на манометре, проходит порядка 4-5 часов. 5 часов ты фигачишь, чтобы его вот это растопить. Ну, вот так здесь объем кипятка порядка 8 тонн. С ума сойти. Так, слушай, это просто невероятно. Первый Слушай, раз такой опыт. Сок пошел, а? Вообще. Красота. Я просил бы зафиксировать правильную прожарку medium rare. Все правильно. Все правильно, идеальная прожарка. Ну что, друзья, впервые на русском ютубе, а я думаю и вообще и в мире, мы приготовили стейк в топке паровоза 3 разными способами. Если вы знаете кого-нибудь, кто 3 разными способами готовил отличное мясо в топке паровоза, присылайте ссылки, я думаю, такого еще не было. Спасибо Андрею, который принес очень вкусное мясо. Это еще раз не реклама, потому что Андрей не даст соврать. Покупаю сам мясо без скидок. Мы с тобой, Ты кстати, идею эту придумали когда? Где-то полгода назад. Мы придумали, ты мне скидки на мясо даже не делаешь. В общем, ребята, русское мясо. И На русском хоспере. на русское мясо в русской топке русского паровоза и вокруг России березки. И это было очень вкусно. Это вообще один из лучших стейков, которые я ел. Что? Ты должен сказать, тоже один из лучших стейков, Самый которые лучший, ты ел. самый лучший стейк, который Да, я ел. да. На самом деле, потому что очень вкусно получилось.
Это круто. Поэтому, друзья, что вам нужно сейчас сделать? Срочно. Первое, да, это, конечно же, поставить лайк. Потому что нам нужна какая-то ваша реакция. Нам нужен лайк, нам нужна подписочка, нам нужно, чтобы вы распространили этот ролик, подписались на канал, если до сих пор этого не сделали. Покупайте хорошее мясо. Еще раз спасибо РЖД за то, что пустили нас вот сюда. Спасибо Сергею. Сергей просто был потрясающий. Он после работы, человек терпел нас у себя в будке машиниста. Это было очень круто. В общем, всем спасибо. Увидимся завтра в новом видео. Пока-пока.